Şimdi Azrail'in kararlı ayak seslerini duyuyorum. Hayatım kimin yanında son bulacak bilmiyorum. Ona bir şey olursa ben ne yapacağım? Bir döşek, bir de mezar kazın. Artık hangisi olur, onu bize zaman gösterecek. Serhat'ın kanının bedelini ödeyeceksin. Benim oğlum içeride canıyla boğuşuyor. Benim sözümü çiğnediniz. Namusumu size çiğnetmem. Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Пока Йылдыз и Серхат лежат в постели, приходят Султан Ханем и Мелек и замечают, что Серхат очень пьян. Йылдыз говорит, что Серхат хочет ее, а Мелек отвечает: он, должно быть, принял тебя за меня. Завтра все будет хорошо, увидишь. Мы начнем новую главу с Серхатом. Когда Хичран приходит к судье и спрашивает об Ашире, судья расстраивается. Султан Ханем подходит к Йылдыз и устраивает ей скандал из-за ее сближения с Серхатом, ругает ее и приказывает ей переехать из своей комнаты в комнату Мелек, а вещи Мелек в комнату Серхата. Когда Йылдыз настаивает, что Серхат ее муж, Султан Ханем бьет ее по щеке, говоря: «Серхат не твой муж». Тем временем Мелек и Серхат проводят романтический момент в постели. Мелек слышит крики Султана Ханема и Йылдыз и выходит из своей комнаты, чтобы присоединиться к ним. Серхат обращается к Султану Ханаму: «Вчера вечером я ее поцеловал, а она меня не поцеловала. Йылдыз останется в своей комнате». Мелек глубоко расстроена услышанным, но ничего не может сказать. Султан Ханем угрожает: «Я твоя мать, Йылдыз покинет этот особняк». Серхат отвечает: «Если Йылдыз уйдет, я больше не буду называть тебя своей матерью, не буду называть тебя главой своего племени, я больше не буду тебя уважать. Если ты не хочешь злоупотреблять своей властью и понести за это последствия, держись подальше от Йылдыз». Когда Серхат собирается уйти от Йылдыз и персонала особняка и вернуться в свою комнату, Мелек подходит к нему и говорит: «Так это не работает. Если ты все помнишь, ты должен мне все объяснить». Серхат говорит: «Я больше не тот человек, в которого ты влюбилась, я не могу сделать тебя счастливой», и берет пистолет, говоря: «Я больше не спасаю жизни, я их отнимаю». Мелек говорит: «Я тоже уже не тот, что был раньше. Мои мать и отец тоже на этой земле». Серхат говорит: «Теперь я уверен», и показывает ей документы о разводе, говоря: «Я оформлю эти документы и не изменю своего решения». Мелек говорит: «Ты вернешься, увидишь, что я могу здесь жить, увидишь, что я хозяйка дома, тогда разорви эти бумаги», и выходит из комнаты. Когда Зия Ага приходит к Севде и хочет узнать, является ли Мелек его дочерью, Севде намекает, что да. Зия Ага говорит: «Мелек, моя дочь», на что Севде отвечает: «Нет, она всего лишь моя дочь. Если бы я дал согласие, она бы ею стала, но я не дал согласия, поэтому, Мелек, твой грех». Когда Севде заявляет, что не хочет, чтобы он знал, Зия Ага спрашивает: «Тогда что я буду делать с этой тайной?» Севде отвечает: «Ты будешь гореть в собственном аду». Когда Ашир приходит к Хичран с едой, Хичран не хочет впускать его и говорит, что узнала, что он женат. Хичран протягивает ему принесенных ею голубей и говорит: «Возьми их и съешь со своей женой, и никогда больше не приходи ко мне». Когда Султан Ханем подошла к Серхату и сказала, что если он будет так открыто говорить с Йылдыз, она почувствует себя его женой, Серхат ответил, что не так. «Разве ты не хотела, чтобы я женился на Йылдыз? Ты хотела, чтобы я женился на Йылдыз?» Тогда Серхат сказал: «Мелек здесь несчастна, но Йылдыз здесь счастлива. Она любит меня. Я полон решимости развестись с Мелек. Я годами убегал от своей судьбы, я больше не буду убегать. Я больше не позволю Мелек быть несчастной». Затем он вышел из комнаты, и Йылдыз крикнула ему вслед: «Спасибо, мой господин, за все, что вы сделали». Серхат ответил: «Я знаю, что я сделал и чего не сделал, и ни о чем не жалею». Йылдыз тут же позвонила Ниде и объяснила, что произошло. Затем Йылдыз сказала: «Если он хочет видеть меня своей женой, я не стану его женой без свидетельства о браке». Нида повесила трубку и снова спрятала телефон.
Как раз когда Мерием Ханем собиралась поговорить с ней, Неда показала ей запись разговора с Йылдыз, и Мерием Ханем смягчилась. Пока Нургуль говорила о том, что Йылдыз станет настоящей женой Серхата, пришла Мелек и сказала: «Позвольте напомнить вам, я единственная жена Серхата». Нургуль парирует: кто бы ни спал с Серхатом ночью, тот становится его настоящей женой, дорогая моя, чем злит Мелек. Тщательное внимание султана Ханем к питанию Мелек начинает привлекать всеобщее внимание в особняке. Мелек выходит из кухни с султаном Ханемом, говоря: «Я хочу поговорить с тобой кое о чем». Серхат идет на собрание, и когда его представляют Йылдырыму, между ним и Йылдырымом возникает напряжение. На собрании под председательством Зияна Аги-ага переизбирается в совет, и делается выбор между Серхатом и Зияном Агой. Мелек говорит султану Ханему, что сообщит Серхату о своей беременности, если он согласится развестись с ней, и что она сможет быть счастлива здесь, и спрашивает у нее информацию о том, как стать женой Аги. Когда султан Ханем спрашивает, может ли она это сделать, говоря: «Ты должна притвориться, что выпила мед, даже если выпила яд», Мелек отвечает: «Я сделаю для Серхата все, что вы скажете». Эта ситуация очень радует султана Ханем, и она сначала говорит: «Перестаньте называть ее Ханем матерью, как это делают горожане, называйте ее Анной матерью». Когда приходит известие о том, что судья Серхат организует массовую церемонию обрезания, султан Ханем говорит: «Это прекрасная возможность, ваше присутствие здесь, должно быть, может изменить его мнение». Когда Аги выбирает Серхата, Йылдырым спрашивает: «Раз уж здесь есть человек, который здесь уже давно, вы собираетесь доверить свое имущество этому новоприбывшему?» Серхат рассердился и сказал: «Мне нравится Фахри-ага, но он воспитал неуважительного сына». Во время заседания появился Дальян и заявил, что больше не поддерживает никаких связей с Зияном Агой. Когда Зиян Ага возразил, вмешался Серхат. Было проведено голосование, чтобы определить, имеет ли Дальян право выступить за столом, и большинством голосов ему было предоставлено это право. Был избран новый председатель этого стола, и Серхат был избран по голосу Дальяна. Серхат заявил: «Я выбираю своего брата своим представителем за этим столом, его слово – мое слово, его решение – мое решение». Серхат попросил Зияна Агу покинуть свое место. Все, особенно Серхат, поздравили Акифа, пожелав ему всего наилучшего. Наконец, когда Ашир собирался пожать руку Акифу, Акиф сказал: «Подождите, руки целуют только младшие, это принято». Серхат согласился, сказав: «Это принято», и велел Акифу протянуть руку и поцеловать ее. Когда Ашир уходил, Серхат схватил его за руку и сказал: «Сегодня твой самый счастливый день», на что Серхат ответил: «Стоп. Это все еще твои хорошие дни. Я отомщу тебе по кусочкам за родителей Мелек». Когда Йылдыз вернулась с занятий, она услышала выстрелы и сказала: «Нургуль Султан учит Мелек обращаться с оружием. Она цепляется за Мелек изо всех сил, так же, как и за тебя». Она упомянула о предстоящей на следующий день церемонии обрезания, сказав: «Серхат пойдет туда с Мелек. Ты так занят занятиями, что пренебрегаешь домашними делами». Йылдыз отправился к султану Ханем вместе с Мелек, выхватил у Мелек пистолет и поразил все цели, преподав ей урок по-своему. Акиф был очень доволен, когда уходил с собрания. Серхат сказал ему: «Отныне слово и власть на этих землях принадлежат тебе. Ты будешь думать о рабочих, а не о деньгах, которые попадают тебе в карман. Если хотя бы один сельчанин будет недоволен, мне будет все равно, брат он или нет, я приду и найду тебя». Акиф ответил: «Я восстановлю справедливость на этом посту, можешь быть уверен». Когда Акиф шел к машине, он написал Ниде сообщение: «Ашир сегодня поцеловал мне руку и потерял репутацию, он очень скоро потеряет и тебя». Когда Серхат спросил, что случилось: «Ты опять в телефоне, ведешь себя как подросток», Акиф ответил: «Я пишу твоей невестке, чтобы она знала». Серхат сказал: «Конечно, скажи ей», но на его лице было недоверчивое выражение. Султан Ханем дал Мелек множество советов. Когда Мелек спросила, есть ли способ предотвратить появление у мужчин других жен и помолвку, султан Ханем ответил что-то вроде: «Держать мужчину в своих руках, все равно что держать ртуть, все зависит от тебя».
В этот момент принесли одежду, которую она приготовила для Мелек, и Султан Ханем помог ей одеться. Серхат сказал Мелек: иди в свою комнату, переоденься, приготовь свои любимые блюда на кухне и отнеси их ему. Отныне ты будешь привлекать и его взгляд, и его желудок. Йылдыз уже приготовила и принесла еду. Серхат начинает есть и спрашивает Йылдыз о репетиторском центре. Йылдыз говорит, что все в порядке, владелец, господин Йылдырым, обо всем заботится. Серхат отвечает: я его знаю, но он мне не очень нравится. Держись от него подальше. Я переведу тебя в другой учебный центр. Йылдыз спрашивает: ты теперь ревнуешь меня, после Метина, теперь ревнуешь и к Йылдырим. Сразу же после этого она говорит: ты любишь Мелика. Ты поцеловал меня, признался в этом перед всеми. Если хочешь, чтобы я была твоей женой, разведись с Меликом. Серхат вспоминает слова Мелика и говорит, что оформил все документы. Йылдыз говорит: хорошо, но с этого момента я не соглашусь стать твоей женой без свадебной церемонии. Когда она выходит из комнаты с подносом, полным пустых тарелок, Мелек подходит к ней с подносом, который она приготовила для Серхата. Йылдыз говорит: ты опоздала, я уже накормила своего хозяина, и ставит поднос, который держит в руках, на поднос Мелек, прежде чем уйти в свою комнату. Мелек дрожит, и госпожа Султан забирает у нее поднос и спрашивает, что случилось. Мелек объясняет. Султан говорит, что я тебе сказала. Ты скажешь, что плюешь кровью и пьешь клюквенный сок. Иди отдохни в своей комнате. Акиф приходит в лавку Хикран и говорит ей, что работает в ночном клубе в Измире и что ее прозвище там «Синее желание». Когда он говорит Хикран, что избавит ее от всех проблем, Хикран спрашивает, что ты попросишь у меня взамен. Юсуф находит в своей комнате письмо, которое, как он думает, оставила Хачик. В письме указано место и время встречи. Юсуф очень рад этому. Когда Ашир приходит в особняк выпить кофе, Хичран звонит и спрашивает: ты сказала, что будешь брать меня с собой, когда захочешь. Не хочешь составить мне компанию сегодня вечером? Ашир отвечает: какая ты интересная девушка. Ты злилась на меня сегодня утром, а теперь приглашаешь. Что изменилось? Хичран угрожает Акифу, говоря: ты станешь любовницей Ашира и разрушишь его дом, а я избавлю тебя от бед, которые тебя преследуют. В противном случае я найду все твои проблемы и направлю их по твоему следу. Когда Хичран сказала: я не могу быть ничьей любовницей, извини, Акиф разозлился, вытащил пистолет и выстрелил в зеркало. Затем, вспомнив угрозу, он сказал: если ты не сделаешь, что я скажу, ты заплатишь жизнью. После этого он спросил Ашира: не можем ли мы встретиться мирно? Урфа тоже против. Ашир ответил: Урфа, рай, просто дай мне знать, и я приеду за тобой. Мелек подошла к Серхату и рассказала ему о церемонии обрезания, которую она организовывала. Запах еды вызвал у Мелек тошноту, и Серхат очень за нее забеспокоился. Мелек сказала: я тоже буду на завтрашней церемонии обрезания. Ты увидишь, как я счастлива быть женой Аги. Я все подготовила. А потом у меня для тебя сюрприз. С этого момента жизнь для нас обоих будет совсем другой. Юсуф, с нетерпением ожидавший Хачик с розой в руке, был потрясен, увидев вместо нее Султана Ханем. Хотя Юсуф пытался поцеловать ей руки, Султан Ханем сказал: отныне, что бы ни случилось с Хачик, оно разорвет тебя на куски, как эту розу, которую я разбил. За ужином Султан Ханем сказал: я поделюсь с тобой новым решением, и, убеждая Хачик выслушать, сказал, что ей пора завести собственную семью. Она объяснила: очень богатый и успешный купец нашел для Хачик жениха, помолвка будет оформлена завтра вечером. Серхат сказал: это хорошая идея, приятная мысль, но нам нужно спросить и Хачик, и спросил ее: ты хочешь чего-то подобного? Султан Ханем говорит: мы поговорили с Хачик, и даже с Юсуфом, которого она считает старшим братом, все улажено, но Серхат настаивает: давайте спросим еще раз, и спрашивает Хачик, хочет ли она этого. Хачик лишь кивает головой с печальным выражением лица. Ашир и Хичран прибывают в указанное место, и когда Ашир не получает прежнего уважения, он избивает официанта.
Хичран пытается убедить Ашира уйти, говоря ему, чтобы он забыл об этом. Хачик, беспомощно корчась во дворе, подходит к нему, обнимает его и, плача, говорит: «Завтра придут просить моей руки. Я всегда буду любить тебя. Если ты хочешь сделать меня счастливой, ты тоже будешь очень счастлив». Какие влюбленные когда-либо воссоединялись. Да хранит тебя Бог, и прощается. Владелец заведения приходит и говорит, что Ашир не получит прежнего уважения от семьи, которая конфисковала имущество его брата. Когда Ашир спрашивает, кого вы посадите за мой стол, приходит Далья, и владелец говорит: «Пожалуйста, господин Дальян, ваш стол готов», и направляется к столу Ашира. Дальян, в последнее время много целовавший руки, пребывает в подавленном настроении. Он говорит: «Если где-то поблизости есть свободный столик, отдай его ему. С ним женщина, так что ему не должно быть стыдно. Заплати за меня», и садится за свой столик. Когда Ашир потянулся за оружием, Хичран схватил его за руку и остановил, сказав: «Если ты отнимешь чью-нибудь жизнь, ты больше никогда меня не увидишь». Пока Йылдыз и Акиф болтали и шутили, Юсуф предложил им поговорить о личном деле. Йылдыз ушла, и Юсуф рассказал ей о событиях с Хачик, сказав: «Помоги мне, я не смогу жить, если снова потеряю ее». Акиф сказал: «Допустим, я это остановил, тогда что? Ты женишься на ней. Я сбросил эту девушку со скалы, ты видел. Ты ее не заслуживаешь». Юсуф ответил: «Я хотел это остановить, но не смог». Акиф сказал: «Любовник рискует жизнью, чтобы это предотвратить. Иди к Серхату и попроси у него ее руки». Юсуф ответил, что у него не хватит смелости, добавив: «Если ты так сильно ее любишь, то возьмешь ее и сбежишь». Юсуф сказал, что ничего для нее не сделает. Йылдыз пошла к Серхату и спросила, есть ли у него какие-либо пожелания относительно церемонии обрезания. Серхат сказал, что возьмет с собой Мелек, что расстроила Йылдыз. Она сказала: «Это твое право, она ведь твоя официальная жена», и ушла. В качестве последней меры Юсуф идет к Мелек и рассказывает ей о Хачик, объясняя свое решение похитить ее. Мелек спрашивает, не может ли она вытащить ее из особняка, и просит о помощи в побеге. Юсуф говорит: «Возьми с собой Хачик, когда пойдешь завтра за покупками для церемонии обрезания. Я приду и заберу ее. К тому времени, как все соберутся на церемонии, мы уже выберемся из Урфы». Мелек вспоминает клятву султана Ханыма: «Не ослушайся меня, не плети интриги за моей спиной, иначе я даже не увижу ребенка в твоей утробе». Не в силах отказать Юсуфу, она соглашается, но говорит: «Не говори об этом султану Ханаму». Тем временем Мелек спорит с жителями деревни о долге. Приходит Юсуф, читает им нотации и встает на сторону жителей, говоря: «Вы на стороне елдуранцев». После его ухода Ашир оскорбляет и резко говорит своему отцу, Зияну Аге, который бьет его по лицу на глазах у всех жителей деревни. Затем Йылдырым говорит Аширу: «Если тебе непременно нужно свести счеты, иди и сведи их с Серхатом, который послал сюда Юсуфа», тем самым настраивая Ашира против Серхата. Хачик отправляет Юсуфу сообщение, сообщая, что она и Мелек были на рынке. Султан Ханем звонит Мириам Ханем, предупреждая ее о беременности Мелек и о необходимости тщательно обдумать последствия своих действий. Зиян Ага подслушивает это. Зиян Ага говорит: «Тогда я должен принять приглашение Серхата, в конце концов, ребенок в ее утробе тоже мой внук». Мириам Ханем отвечает: «Не делай этого. Йылдырым не позволит остаться в этом особняке, ее мир рухнет». Зиян Ага говорит: «Я ничего не могу сделать. Если я этого не сделаю, Серхат станет очень могущественным, иначе я потеряю все, что у меня есть». Когда Йылдыз приходит к султану Ханем и говорит: «Мы с Серхатом придем на свадьбу», султан Ханем отвечает: «Ты совсем сошла с ума». Йылдыз говорит: «Твои влюбленные сбежали, ты знаешь». Мелек им помогает и заставляет ее пообещать отправить их на свадьбу вместе с Серхатом. Йылдыз показывает султану Ханем то, что она видела, и фотографии с рынка, что очень ее злит. Когда Юсуф убегает, он говорит Хачик, что они не могут вернуться, и что он написал Серхату письмо, в котором объясняет все, чего он не знает.
Пока Серхат готовится, к нему подходит Султан Ханем и спрашивает, готова ли Мелек. Когда Султан Ханем говорит, что Мелек немного подташнивает, Серхат просит проверить, все ли с ней в порядке. Султан Ханем говорит, что в этом нет необходимости, она отдыхает, но не ходи одна, хотя бы возьми с собой Йылдыз. Серхат не понимает, но соглашается. Пока Акиф и Неда переписываются, приходит очень рассерженный Ашир и готовит винтовку в своей комнате для Серхата. Когда Мелек узнала, что Серхат отправился на церемонию обрезания с Йылдыз, она позвала Султана Ханема, чтобы спросить, почему. Султан Ханем ответил: «Ты ослушалась меня, я сделал это, чтобы преподать тебе урок». Пока Серхат произносил речь на площади, где проходила церемония, прибыла Мелек. Как только Серхат закончил говорить, Мелек сказала: «Раз уж мы все здесь, пусть он услышит эту радостную новость от меня. Вы все знаете, что я жена Серхата Аги, но что еще важнее, я мать его будущего ребенка». Серхат был вне себя от радости. Мелек сказала: «Ты слышал меня, Серхат Ага? Я ношу твоего преемника в своем чреве». Когда раздались выстрелы, Серхат поцеловал Мелек в лоб, и Акиф закричал: «Чего ты ждешь? Мой брат станет отцом. Давай потанцуем», а Йылдыз была глубоко разочарована. Серхат лидировал в танце, радостно танцуя, когда Ашир издалека направил на него винтовку и Эредая выстрелил в Серхата. После 3 выстрелов Серхат рухнул на землю. Мелек, Йылдыз и все остальные бросились к нему. Вся его семья в слезах беспомощно стояла рядом с Серхатом, не зная, что делать. На этом мы подошли к концу. Еще один анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.